Ребят, с вами Алексей Костлев, Oldboy, и на мне мерч Old But Gold. И мы приступаем к нашему интервью. И первый вопрос. Согласен ли ты, что мобильный PUBG все-таки более развитый в Азии, конкретно в Китае, а остальной мир, он еще, скажем так, не до конца познакомился с этой дисциплиной? Да, я солидарен с этим мнением. Я считаю, что так и есть. Азия, она на голову выше в настоящий момент, нежели другие регионы. Вот, как и по популярности, так и, в принципе, в целом, сами киберспортивные команды намного серьезнее уровень там. Как ты думаешь, в чем причина такого развития событий? Да, на самом деле, наверное, то, что ланы на постоянной основе происходят у китайского региона, да, и люди, соответственно, наблюдают за этим всем, и призовые огромные, то есть намного больше, чем в остальных других регионах. Ну вот ты, побывав в Китае, увидел, что там очень много ланов, да? Да. И это является локомотивом, скажем так, по твоему мнению? Ну да, я считаю, что это является локомотивом, потому что там китайские команды каждый месяц играют ланы, а у нас это происходит раз в полгода. Слушай, как вообще прошло ваше путешествие во время пандемии? Были какие-то курьезные, может быть, случаи или какие-то особенности этого путешествия? Как вообще прошел лан? Ты сам знаешь, сейчас мир весь подвис. Из-за ковид-теста. Да в целом, слушай, на самом деле очень даже хорошо прошел лан. Особо происшествий никаких не было. Тесты сдавали по прилету? Да, тесты сдавали. Кстати, тесты сдавали аж 3 раза подряд. И находились, собственно, 2 недели в руме. Нам нельзя вообще было выходить из отеля. Пока не получишь тест? Да, нас поселили вообще в отдельный отель, сразу около рядышком с аэропортом. Вот. Нас пшикали какой-то фигней перед тем, как мы зашли. Ну, я так понял, антисептики какие-то. Вот. Дезинфектор просто Дезинфекторы, да, побрызгали нас Прикольно. как мошек. Вот. И, собственно, отправили в отель сидеть, кормили нас очень вкусной едой. Это отдельный лайк. Естественно, нет, в Китае не очень вкусная еда, Леш. Ты специализируешься, я просто знаю. Слушай, Адр присоединился к вам незадолго до старта ПЭК. Что ты по этому поводу скажешь вообще? Какие у вас перспективы, какие планы? Как это будет работать в будущем, когда Тигзи и Мэку смогут принять участие в турнирах? Да вот же сейчас Global Championship на носу. Я думаю, сейчас мы посмотрим, что может зарекомендовать состав, который выиграл EMEA лигу, вот, именно на мировом уже уровне. Если результат будет неудовлетворительный как и для нашей команды, так и в целом для организации, то будем уже смотреть и думать, что это насчет решафов. Ну, пока все позитивно, да? Да, пока что, естественно, настрой позитивный. Единственное, что сейчас мы вот отыграли первую неделю и не попали на уикенд-лигу, где должны были набирать поинты, да, но это опять же таки произошло по той причине, что у нас довольно-таки серьезный пинг был, да, и там еще были некоторые неувязочки. А была возможность вообще подготовиться к китайским командам? И как вы готовились, если готовились? Да, возможности как таковой не было, то есть у нас это произошло буквально сразу после EMEA лиги, то есть мы еще тогда в настоящий момент особо не знали, какой стак у нас поедет, то есть у нас произошел решафл, собственно, с Адаром и с Лайтингом, да, мы поехали играть вместо Тигзи и Меку, потому что им нет 18 лет, и, собственно, это повлияло, наверное, на основной результат команды. Ну, как-то повлияло, потому что команда все-таки не подготовленная туда поехала, вот. У нас было 2 недели всего лишь, чтобы подготовиться против них, поэтому... Ты говорил о дискомфорте, который испытывал из-за другого клиента и других телефонов. Расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее, и расскажи, как турнир вообще был организован. Начну, наверное, с организации турнира. Организация турнира прошла на довольно-таки высоком уровне. Ну, в принципе, в Китае всегда она происходит на высоком уровне. Зрители были? Да, зрители были. В первый день их было не так много, как во второй. Во второй почти весь зал был забит. А сколько всего зрителей было? Ну, если в глаз так навкинуть, то минимум 10 тысяч человек точно было. А они дистанцию соблюдали вообще? А вот я не знаю. Ну, в Китае там такая история, что могут и не соблюдать. Вообще все началось оттуда? Не было стрёмно немножко, когда ты смотрел 10 тысяч китайцев, и ты такой: коронавирус, нет? Ну, кстати, на самом деле, Леш, нет, я тебе скажу, потому что у них там очень санитарные нормы сильно, как сказать, соблюдены, да, и у них в аэропорту там чуть ли не миньоны ходят, то есть все в таких защитных костюмах, и тебя садят на 2 недели карантина, тебя там поливают какими-то антисептиками, все условия для того, чтобы железно никто не попал с коронавирусом в город. И там проверка еще несколько раз, по-моему, в несколько недель происходит, поэтому вряд ли. Расскажи про дискомфорт с новым клиентом и с телефонами вообще. Скажем, телефоны — это ваши девайсы? Ну да. У других направлений есть мышки, клавиатура, а у вас телефон. Для тебя
играет роль, какой телефон ты используешь? Ну, естественно, играет, как минимум по той причине, что, во-первых, что я хотел сказать по поводу девайсов. Китайцы, они играют ланы, получается, на протяжении, там, как я уже сказал, да, там, каждый месяц у них чуть ли лан происходит, да, и они играют как раз-таки на этих телефонах, готовятся к нам. Мы же прилетаем, условно, туда же, где эти телефоны нельзя достать, что ты понимал, Леш, в Европе, да, то есть это только в Азии можно такие телефоны приобрести. Вот. И... А что это за телефоны такие? Я думаю, зрителям очень Oppo интересно. Ace 2, по-моему, Reno назывались эти телефоны, и они имеют такую функцию 90 FPS, то есть, а у нас в тех же айфонах такой функции нету. Блин, ну прикольно, ты такие мелочи рассказываешь, это очень интересно реально. И вы купили телефоны или вам выдали эти телефоны? Нам выдали, естественно, эти телефоны. Хотелось бы приобрести, но организация, по-моему, не дает возможности этого сделать. Почему? То есть, ну, я не знаю, как минимум по прошлому лану так было, на этот лан я не интересовался по поводу того, чтобы купить этот телефон. А самому сходить в магазинчик где-то там, выскочить? Так у нас же были санитарные нормы, и нам нельзя было даже во время проведения турнира выходить из отеля, то есть за границы отеля, для безопасности. Ну, 10 тысяч зрителей было, да? Ну да. Прикольненько. Забавно, да? Мне тоже этот факт понравился. А по поводу клиента, ну, я не знаю, это с чем можно сравнить? Возможно, вот даже аналогия с Counter-Strike, да, и Warface. То есть механика все-таки чувствуется разная, и к которой нужно приспосабливаться. То есть контроль отдачи, да, там, помимо контроля отдачи, сама механика там, ходьбы, машины ездят ну, по-другому, иначе. То есть ну, это чувствуется. И когда ты играешь не на 60 FPS, а на 90, там тоже, естественно, разница ощущается. Это как раз-таки, опять же таки, вернусь к телефонам. Ну, в целом, я считаю, что... А вот эти вот телефоны, про которые ты рассказываешь, смотри, вот вообще себя зарекомендовали там знаменитые бренды, да, они плавный ход, назовем это так. У этих телефонов, знаешь, бытует мнение, что там у китайцев все-таки немножко телефоны подглючивают. Ты такого не заметил? То есть этот телефон, он прямо для игры создан? Или это и телефон сам, как и телефон хорош? Да нет, в целом телефон на самом деле хороший, то есть... Ссылочка в описании. Ну, это не наш спонсор, поэтому ссылочку мы не закрепим. Да. Опа, ребята, хотите проспонсировать, да, и дайте нам знать. И мы все организуем, тем более, если у вас такие классные телефоны. Про клиента, извини, что перебил. Да, про клиент, в принципе, что хотел, рассказал. То есть просто есть, чувствуется разница, да, и, собственно, то, что мы играли там условно 2 года на своем клиенте, а тут вот у нас есть 2 недели подготовиться для другого, это как бы чувствуется, скажем так, неуверенность, да, что мы можем показать прям наилучший результат, там, переиграть китайцев, которые на них играют там 2 года. А касательно самой игры, с какими главными проблемами столкнулись и в чем особенность китайского геймплея? Какие-то, может, были технические, не знаю, проблемы? В целом проблем никаких не было. Единственное, что, но это, в принципе, в порядке вещей, да, на ланах. Нам запрещалось брать с собой телефоны, ну и все в этом духе. То есть организация была, опять же таки, с отличной подготовкой, но хочу подметить, что... Я не знаю, говорить это в интервью или не говорить. Говорить, это такой не самый говорить. Хорошо. Это не самый просто приятный факт был, но Я нам думаю, дали... все хотят узнать, что произошло. Нам дали переводчика очень такого... Короче, грамотного? Ну, можно так сказать, да. То есть, условно, я задаю тебе вопрос, Леш, да, там, привет, как дела? И ты мне отвечаешь на этот вопрос «да». То есть там такой у меня переводчик был с тяжелым пониманием русского языка, и нам было тяжело с ним коммуницировать. Слушай, ну блин, да, это на самом деле очень такой момент неприятный, когда языковый барьер. Итак, 6-е место на ПЭК. С какими мыслями ты вообще покидал Китай? Турнир понравился, телефоны были крутые, переводчик не очень. Когда летел в самолете, о чем думал вообще? Да думал, как бы, сколько у нас вообще будет времени для того, чтобы подготовиться уже к Global Championship. И очень много мыслей, как бы, которые меня не покидали, в принципе, вообще. Это сможем ли мы, да, с такой короткой подготовкой показать хороший результат. Плюс еще дополнительно к этому и нам сказали, что мы не летим в Дубай, но это все-таки теперь переиграли все это, и теперь мы все-таки летим в Дубай, но пинг все-таки на первой неделе зарешал. То есть я считаю, что там много моментов, где мы могли бы намного лучше сыграть, если бы у нас была возможность сыграть без пинга. По поводу чемпионшипа. 24 числа он стартовал, ребят. Это World Championship, все верно? Да, все правильно. Расскажи поподробнее, каким составом вы будете играть? Играть мы будем, как я уже сказал ранее, старым составом
чемпионами EMEA лиги. Это я, Матик, Тигзи и Меку. Вот этим составом попробуем уже зарекомендовать себя на мире и, соответственно, показать самый достойный результат, который можем. Ну, успели переключиться уже после Китая? В принципе, да. Буквально 2-3 дня понадобилось для того, чтобы вернуться к старой версии. Ну, в принципе, память осталась. Расскажи, вот точно. впереди месяц игр. Как вы правильно разделяете свои силы? Очень интересно. Месяц игр. Как ты их проводишь? Ты встал такой, так, сейчас завтрак, сяду пошпилю немножко Да, перед играми. в целом, как у меня это происходит? Или Не, у нас подготовка, силы свои? у нас подготовка всегда серьезная, вне зависимости от того, ну, наступает у нас турнир, не наступает, мы всегда играем праги. То есть у нас каждый день, там на протяжении недели, возможно, даже без выходных, да, из того, что я помню вообще в голове после того, как мы в организацию вступили. Мы играем без выходных каждый день, там праги минимум 4 игры в день. Вот, индивидуально тоже там заходим на полигон, играем. Также есть TDM-матчи, в которых мы проводим какое-то определенное количество времени. Поэтому подготовка на постоянной основе, не в зависимости какой турнир. Если турнир какой-то серьезный, естественно, подготовка увеличивается в 2 раза. И самый последний вопрос. Кто ваш самый главный конкурент, как ты считаешь? Я считаю, что все команды, в принципе, конкурентоспособны. Нельзя кого-то недооценивать, но и завышать кому-то планку тоже я не вижу необходимости. Все хорошо играют, каждому нужно... Ну, есть какая-то команда, которую ты смотришь, такой, да, они хороши, конечно. Не, естественно, есть такие команды. Могу выделить Бигетронов, это чемпионы Club Open 2019 года, второго сплита. А также могу выделить 2 азиатские команды, это 4M и XKF, новая XKF. К ним будем более осторожнее относиться во время файтов, потому что у них понимание игры тоже довольно-таки хорошее. Ну и Лупсы Спортс, это бразильцы. Бигетроны классное название, да? Да, Бигетрон неплохое название. Ребят, с вами был Алексей Костылев, Old Boy и наш крутейший мерч Old But Gold.